Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости, подписчики моего канала. В этом видео приглашаю вас на вязание вот такого красивого мотива крючком с рельефным узором цветка в центре. Мотив смотрится очень эффектно, он хорошо держит форму и отлично подойдет для вязания салфеток, покрывал. Дорогие друзья, при вязании полиэфирным шнуром 3 мм у меня получился такой достаточно плотный квадрат, который хорошо держит форму. И это больше похоже, конечно же, на салфетку или подставку под горячее. А если взять шнур потоньше, допустим, 2 мм, связать несколько мотивов, это может быть, допустим, даже скатерть. Можно вязать плед или покрывало, но для пледа покрывала я рекомендую взять, конечно, такую более мягкую пряжу средней толщины, либо толстую, по вашему желанию. Здесь из шнура 3 мм у меня получился квадрат шириной 24 сантиметра. От толщины пряжи, от толщины нити или шнура будет, конечно же, зависеть и размер мотива, а также расход. Чем тоньше ваша нить, тем меньше будет размер мотива и тем будет меньше расход. Я хочу связать покрывало и выбрала пряжу, это полухлопок Нака Деним. Здесь 60% хлопок, 40% акрил, достаточно бюджетная пряжа. На 100 грамм 200 метров, ниточка такая средней толщины. Здесь рекомендован крючок номер 3, но я буду использовать крючок номер 4. И сейчас вместе с вами свяжу мотив, такой квадрат красивый. По рядам буду показывать, как вязать. Дорогие друзья, вы всегда спрашиваете, есть ли схема данного мотива. Схемы нет, я вязала по фото, поэтому сразу вам говорю, что схемы для вязания у меня нет. Дорогие друзья, я постараюсь очень подробно и понятно снять мастер-класс по вязанию мотива. Подписывайтесь на мой канал, потому что связав несколько мотивов, далее я буду собирать покрывало, буду показывать вам, как соединять красивые мотивы, как выполнить красивую обвязку. И все это будет в следующих видео. А также вас прошу поставить лайк и напишите, пожалуйста, комментарий, чтобы вы связали из таких мотивов крючком. Итак, приступаю к вязанию. Итак, начинаю вязать квадрат и вначале делаю вот такое скользящее кольцо из нити. Далее из центра кольца вытягиваю петлю на крючок, подхватываю вновь нить и провязываю первую петлю подъема. Далее для первого ряда провязываю еще 2 воздушные петли, то есть 3 воздушные петли подъема вместо первого столбика с накидом. Далее делаю накид, ввожу крючок в кольцо и провязываю столбик с накидом. Всего для первого ряда необходимо провязать 16 столбиков, но вместо первого столбика у нас 3 воздушные петли, поэтому 15 столбиков с накидом провязываем для первого ряда. Итак, я закончила вязать первый ряд. Если посчитать и 3 петли подъема, 3, 6, 9, 12, 15, 16 столбиков. Теперь затягиваем начальное кольцо так, чтобы в центре не было отверстия. Хвостик необходимо потом закрепить на изнанке. И приступаю к вязанию второго ряда. Вначале делаю соединительный столбик из 3 петли подъема, как из вершины первого столбика. 1 воздушная петля. Второй ряд начинаем вязать рельефные столбики. И здесь в начале начальный столбик, первый столбик, заводим крючок за 3 петли подъема предыдущего ряда. И в начале провязываем как рельефный столбик без накида, плюс 1 воздушная петля. Делаем на крючок накид, вновь заводим крючок за петли подъема предыдущего ряда, провязываем рельефный столбик с накидом. Далее делаем накид и на следующей ножке столбика предыдущего ряда провязываем 2 рельефных столбика с накидом. И во втором ряду необходимо провязать на каждом столбике предыдущего ряда впереди по 2 столбика с накидом, то есть по 2 рельефных столбика. Итого у нас количество столбиков во втором ряду удвоится.
Итак, провязываем второй ряд. Провязав второй ряд, замыкаем ряд в кольцо. Смотрите, вот у нас был начальный столбик, рельефный столбик без накида и 1 воздушная петля. За вершину воздушной петли, можно за вторую, можно за обе полупетельки, делаем соединительный столбик, замыкая ряд в круг, 1 воздушная петля. И теперь вяжем начальный рельефный столбик, заводим крючок вот как за ножку начального столбика предыдущего ряда, провязываем в начале рельефный столбик без накида и плюс 1 воздушная петля. И вяжем третий ряд. Делаем накид на следующие ножки предыдущего ряда, провязываем рельефный столбик с накидом. Далее набираем арочку 3 воздушные петли. Далее на следующих 4 столбиков на ножках также заводим крючок за ножку столбика, провязываем рельефный столбик с накидом. То есть на 4 столбиков провязываем 4 рельефных столбика с накидом. Третий и 4 рельефный столбик. Далее после 4 рельефных столбиков делаем арочку 3 воздушные петли и вновь вяжем 4 рельефных столбика с накидом. Всего раппорт должен повториться 8 раз, и будет вот 8 вот таких арочек, и заканчивается ряд последние 2 после последней арочки 2 рельефных столбика. Итак, заканчивает третий ряд. Смотрите, вот она 8-я арочка. После 8-й арочки 2 рельефных столбиков. И в начале здесь 2 рельефных столбика. Замыкаем ряд в кольцо, соединительный столбик вот в петлю подъема. И начинаю вязать 4-й ряд. 1 воздушная петля. И вяжем начальный рельефный столбик. Заводим крючок вот здесь за ножку вот предыдущего ряда столбика начального. Так, здесь чуть ниже заводим, и чтобы не зацепить ниточку, рельефный столбик без накида плюс 1 воздушная петля. Далее на ножке следующего рельефного столбика провязываем тоже рельефный столбик с накидом. Далее 2 воздушные петли, столбик без накида на арочке и плюс 2 воздушные петли. Далее на 4 столбиках рельефных вновь вяжем 4 рельефных столбика. 1, 2, 3, 4. И далее вот между группами рельефных столбиков провязываем 2 воздушные петли, на арочке из 3 петель столбик без накида и вновь 2 воздушные петли. И продолжаем вязать 4 рельефных столбика. Всего здесь раппорт повторяется 8 раз, и заканчиваем мы ряд вот после арочки. Над арочкой провязываем 2 воздушные петли, столбик без накида, 2 воздушные петли и 2 рельефных столбика. Я закончила вязать 4-й ряд. И в конце здесь делаю соединительный столбик в петлю подъема после рельефного столбика, как в вершину первого столбика. Далее 1 воздушная петля, вяжем начальный рельефный столбик, за ножку начального столбика предыдущего ряда заводим крючок, провязываем столбик без накида плюс 1 воздушная петля. На следующем рельефном столбике тоже вяжем рельефный столбик с накидом. Далее 1 воздушная петля. Здесь перед столбиком без накида провязываем столбик без накида на арочке. На вершине столбика без накида столбик без накида. И после на второй арочке столбик без накида. И плюс 1 воздушная петля. И далее на 4 рельефных столбиках провязываем 4 рельефных столбика с накидом. И далее раппорт повторяется между группами из 4 рельефных столбиков. Провязываем здесь
1 воздушная петля, столбик без накида на первой арочке, столбик без накида над столбиком без накида, столбик без накида на второй арочке и 1 воздушная петля. И вновь 4 рельефных столбика. Заканчивается ряд. Здесь 2 рельефных столбика. К завершению вязания 5-го ряда, смотрите, у меня пока получается круг. Квадрат, форма квадрата вывязывается буквально на последних рядах. И как вы видите, к 5-му ряду круг фалдит. Вот он не ложится ровно. Это нормально, так как далее 6-й и 7-й ряд провяжем без прибавок, то есть повторяется 6-й и 7-й ряд как 5-й. И уже далее круг и рельефный узор выровняется. И этого будет после ВТО, вот этих фалд будет не видно. Итак, в конец ряда завершаем. Здесь вот смотрите, вот вершина вот рельефного столбика второго, а здесь мы должны завершить соединительным столбиком в петлю подъема. Вот она, петля подъема. В нее делаем соединительный столбик и начинаем новый ряд. 1 воздушная петля, заводим крючок вот за ножку начального столбика, провязываем рельефный столбик без накида, плюс 1 воздушная петля вместо рельефного столбика с накидом первого. Далее на следующей ножке столбика вяжем рельефный столбик с накидом. Далее 1 воздушная петля. И здесь на 3 столбиков без накида провязываем на вершинах тоже 3 столбика без накида. То есть повторяются те же самые действия, что и в 5-м ряду. После 3 столбиков 1 воздушная петля. И далее идет повтор. 4 рельефных столбика над 4 рельефными столбиками. И далее после 4-го между группами столбиков 1 воздушная петля, 3 рельефных столбика без накида над 3 столбиками без накида и 1 воздушная петля. Провязываем так 6-й и 7-й ряд. То есть 5-й, 6-й, 7-й ряд вяжется одинаково. Я закончила вязать 7-й ряд, и смотрите, к 8-му ряду круг уже лежит ровно. У круга вырисовывается 8 рельефных лучей. И далее продолжаем формировать узор. Заканчиваем ряд соединительным столбиком в первую петлю подъема после рельефного столбика без накида. Далее 1 воздушная петля. Вновь провязываем на начальной ножке столбика предыдущего ряда рельефный столбик без накида плюс 1 воздушная петля. И далее на следующей ножке рельефного столбика рельефный столбик с накидом. Далее смотрите, над 3 столбиками без накида вяжем так: 2 воздушные петли, по центру на среднем столбике без накида столбик без накида и 2 воздушные петли. Далее смотрите, 4 рельефных столбика вяжем так: провязываем в начале 2 рельефных столбика без накида. Так, заводим крючок за ножку, рельефный столбик. Далее делаем арочку после 2 столбика 3 воздушные петли и провязываем еще 2 рельефных столбика с накидом. Над 3 столбиками без накида предыдущего ряда вяжем 2 воздушные петли, столбик без накида на среднем столбике и 2 воздушные петли. Над группой 4 рельефных столбиков вяжем 2 рельефных столбика. Далее идет арочка 3 воздушные петли и вновь 2 рельефных столбика с накидом. Раппорт всего повторяется по кругу 8 раз. И покажу, как заканчиваем мы ряд. Здесь провязываем 2 рельефных столбика на последних 2 столбиках предыдущего ряда,
арочка здесь последняя, 3 воздушные петли, и после делаем соединительный столбик. Заканчиваю вязать 8 и перехожу на 9 ряд. Смотрите, в конце 8 ряда, здесь провязав между вот двумя рельефными столбиками, арочка, 3 воздушные петли, и заканчиваем ряд мы как в вершину вот начального рельефного столбика в петлю подъема. Далее набираем 1 воздушную петлю и вяжем начальный рельефный столбик. Вначале заводим крючок за ножку начального столбика предыдущего ряда, провязываем рельефный столбик без накида плюс 1 воздушная петля. Делаем накид на ножке рельефного столбика предыдущего ряда, провязываем рельефный столбик с накидом. Далее смотрите, здесь в центре получается лепестка мы формируем вершину лепестка. Здесь мы набираем всего 1 воздушную петлю, делаем на крючок накид и заводим крючок вот за ножку следующего рельефного столбика. То есть сдвигаем рельефные столбики вместе. Провязываем 2 рельефных столбика. Далее арочка, 3 воздушные петли, столбик без накида на арочке предыдущего ряда и вторая арочка, 3 воздушные петли. Вот так вот выглядит уже лепесток первый. И далее по сути идет повтор. 2 рельефных столбика с накидом, 1 воздушная петля, вновь 2 следующих рельефных столбика с накидом, арочка, 3 воздушные петли, столбик без накида на арочке предыдущего ряда и вновь 3 воздушные петли. Всего 8 повторений. Заканчиваю вязать 9 и начинаю 10 ряд. Смотрите, в конце 9 ряда, провязав вторую арочку из 3 воздушных петель, делаем соединительный столбик в вершину начального столбика, вот воздушную петлю после рельефного столбика без накида. Далее 1 воздушная петля, провязываем начальный рельефный столбик без накида плюс 1 воздушная петля, и далее еще 1 рельефный столбик без накида. Здесь смотрите, формируется вершина первого лепестка, и здесь после 2 рельефных столбиков провязываем сразу еще следующие 2 рельефных столбика. И здесь расстояние вот было 2 арочки, здесь мы уже провязываем 3 арочки, 3 воздушные петли, а столбик без накида на первой арочке, 3 воздушные петли, столбик без накида на второй арочке и 3 воздушные петли. Далее формируем вторую вершину лепестка и провязываем 4 рельефных столбика подряд. И смотрите, в 10 ряду мы будем формировать углы квадрата. И после того, как провяжете 2 лепестка, вершин получается по 4 столбика над 2 лепестками. Смотрите, после второго лепестка начинаем формировать вершину квадрата. 3 воздушные петли, провязываем здесь столбик без накида на первой арочке и далее вывязываем угол для квадрата. Делаем накид, вкалываем крючок вот в столбик без накида между арочками и из этой точки провязываем 3 столбика с накидом. Далее 3 воздушные петли и вновь из той же точки, из вершины столбика без накида, провязываем еще 3 столбика с накидом. После 3-го столбика с накидом, столбик без накида на второй арочке, 3 воздушные петли. И далее начинаем вязать. Смотрите, далее провязываем 4 рельефных столбика. Это 1 лепесток получается.
Здесь по центру нет пропуска, то есть 4 столбика рельефных подряд. Далее, вот получается, мы между первым и вторым вот провязали 3 арочки. Далее шел угол квадрата. Здесь вновь между первым и вторым, то есть раппорт идет, вновь провязываем 3 арочки, 3 воздушные петли, это как сторона квадрата. Столбик без накида на первой арочке, 3 воздушные петли. Столбик без накида на второй арочке, 3 воздушные петли. И далее вторая вершина лепестка, 4 рельефных столбика подряд. И вот после второй вершины лепестка формируем угол, второй угол квадрата. В начале 3 воздушные петли, столбик без накида на первой арочке, и вяжем на вершине столбика без накида 3 столбика с накидом, три воздушные петли и вновь 3 столбика с накидом из вершины столбика без накида. Далее столбик без накида на второй арочке и 3 воздушные петли. И переходим на 4 рельефных столбика. Далее вновь между первым и следующими двумя лепестками идет арочка из 3 воздушных петель, 3 арочки. И далее между вторым и третьим лепестком будет третий угол. Всего мы провязываем 4 угла для квадрата. Я закончила вязать 10 ряд, и в конце 10 ряда, смотрите, провязав 4 угол, как вы видите, между углами располагаются 2 лепестка, то есть всего 8 лепестков на 4 стороны, и 4 угла квадрата уже вырисовывается. Заканчиваю 10 ряд. Здесь смотрим от вершину начального столбика, делаем соединительный столбик. Все, и начинаю вязать 11 ряд с одной воздушной петли. И здесь, смотрите, мы уже вершину лепестка оформляем так, что провязываем 4 рельефных столбика с одной вершины. Здесь после первой вершины будет с начальным столбиком, но начальный столбик мы провязываем только рельефный столбик без накида, одну воздушную петлю не делаем. Далее делаем накид, заводим крючок за следующую ножку рельефного столбика, провязываем только накид. Вновь делаем накид, на третьей ножке провязываем только накид. Делаем накид и на четвертой ножке провязываем только накид. И далее, смотрите, у нас 4 петли на крючке, провязываем их вместе, как одна вершина 4 рельефных столбиков. Далее у нас идет промежуток между лепестками, как сторона квадрата. И здесь мы провязываем уже 4 арочки. Набираем 3 воздушные петли, столбик без накида на первой арочке, 3 воздушные петли, столбик без накида на второй арочке, 3 воздушные петли, столбик без накида на третьей арочке и 4 арочка, 3 воздушные петли. И далее идет следующая вершина лепестка, 4 рельефных столбика с одной вершиной. Провязываем 4 раза только накиды на 4 ножках столбиков предыдущего ряда. И затем провязываем вместе вот 4 ножки. Получается как бы одну вершину на 4 столбика. И далее, смотрите, у нас идет промежуток, мы вывязываем угол. Набираем 3 воздушные петли, вначале провязываем арочку. И вот на первой арочке предыдущего ряда делаем столбик без накида. Далее вновь 3 воздушные петли. И здесь на арочке между столбиками провязываем также в начале 3 столбика с накидом.
формируем угол квадрата. Далее 3 воздушные петли. И еще раз из той же арочки 3 столбика с накидом. То есть мы уже переходим на вязание второй стороны квадрата. Далее 3 столбика, 3 воздушные петли, столбик без накида на арочке и 3 воздушные петли. И по сути далее идет повтор. Смотрите, провязываем первую вершину лепестка, 4 рельефных столбика вместе с одной вершины 4 раза. Провязываем только накиды. И затем общую вершину рельефных столбиков. Далее по стороне здесь между лепестками 4 арочки, вторая вершина лепестка, и далее провязываем точно так же угол, как и первый. Всего будет 4 угла, и после 4-го угла заканчиваем вязание ряда вот в вершину первого лепестка. Я провязала 11 ряд и заканчиваю этот ряд, смотрите, провязав угол, 2 арочки, и вторую арочку закрепляю здесь на вершине вот первого лепестка из 4 рельефных столбиков с одной вершиной. Далее еще один соединительный столбик провязываю из первой арочки, и вместо первого столбика с накидом набираю 3 воздушные петли. Далее вяжу 12 ряд. 12 ряд это заключительный ряд, и по сути это будет рамочка вокруг по сторонам квадрата, и конечно же вывязываем углы. Для вязания 12 ряда из каждой арочки предыдущего ряда вяжем по 3 столбика с накидом. Здесь из первой арочки первый столбик это 3 воздушные петли, затем плюс еще 2 столбика, и переходим на следующую арочку. Без воздушных петель сразу идет переход, провязываем 3 столбика с накидом. И так далее из следующей арочки вновь 3 столбика с накидом. Итак, получается, я вяжу столбики с накидом на арочках. Вот получается, далее перед вершиной арочка идет тоже 3 столбика с накидом. Между группами столбиков мы не делаем ни воздушных петель, сразу идет переход на следующую арочку. Вновь 3 столбика с накидом. Далее вновь вот перед углом арочка тоже 3 столбика с накидом. Далее, смотрите, мы довязали вот до угловой арочки, и на угловой арочке провязываем здесь 3 столбика с накидом. Далее 3 воздушные петли, новая угловая арочка. И уже переходим мы на вторую сторону. 3 столбика с накидом тоже из угловой арочки. И далее вяжем по стороне тоже на каждой арочке из 3 воздушных петель по 3 столбика. До следующего угла на углу 6 столбиков, между ними 3 столбика. И так провязываем 12 ряд. Смотрите, провязав 12 ряд, замыкаем ряд в круг. Здесь можно сделать соединительный столбик на вершине 3 петли подъема, либо другим способом завершить ряд, обрезать нить, и пока у нас, смотрите, мотив вот так вот пузырится из-за рельефного узора. Конечно, необходимо сделать ВТО, можно отпарить просто узор с изнанки, отпарить, растянуть немножко углы. Можно закрепить углы, пока мотив влажный, и дать ему высохнуть, чтобы он закрепил свою форму. Итак, друзья, я отпарила мотив, растянула немного углы, придала квадрату правильную форму, высушила
И получается вот такой выразительный рисунок цветка в центре квадрата. Взвешала мотив, у меня весит мотив 33 грамма, то есть вот моточек данной пряжи на академим 100 грамм. Из одного мотка выйдет 3 мотива, то есть можно рассчитать, какого размера вы хотите покрывало, допустим, и сколько вам нужно купить пряжи. Размер мотива получился примерно 19,5-20 сантиметров в ширину, размер квадрата. Вот такой шикарный рисунок, дорогие друзья. Далее буду показывать, как соединяю мотивы. И, конечно же, придумаю красивую обвязку для покрывала. Поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить выход новых видео. Спасибо за внимание.